Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Владимир Карелин. Мы продолжаем проходить игру The Casting of Frank Stone. Так, продолжить. Мы проснулись. Нам приснился сон. Либо это сон был, либо это была правда. И мы просто проснулись. Точно не могу сказать. Какая-то девушка. Нет крыши под открытым небом. Друзья, я напоминаю вам ставить лайки по окончании просмотра этого видео. Подписывайтесь на канал, кому интересно смотреть мои видосы. Так. Открыть нет. Фотка. Посмотреть. Мам. Мэдисон. Это ее мать. Так, подобрать. Тут тоже ничего нету. В окне мы ничего не видим. В шкафу ничего нет. Ладно, выходим из комнаты. Мам. Чего? Блять, что-то начинается. Какие-то отшарпанные стены, оторвавшиеся обои, блять. Не думаю, что это дом ее. Это какая-то хуйня. Это Так, не имеет смысла. так дом не должен выглядеть. Мы вернулись обратно в свою комнату. Зачеркнуто лицо матери. Ну-ка, если в стакан подобрать. Так, ну со стаканом все нормально. Мы просто попали в какую-то петлю. Там наша комната, дверь открыта. И мы опять в комнате. И снова комната. Только уже, блядь, темно. Какого? И все заросше плющом. Опять комната. Еще хуже все заросло. У нас, если что, вот над головой небо, лес. Все растет в плюще в каком-то. Тут еще сильнее фотка зачеркнута. Кто-то пищит там. Так, вышли на улицу. Но дома-то и нет. Мы просто вышли в пустую дверь. А если обратно зайти? Все, дома нет, мы в лесу. Фонарик, нет фонарика, блядь, темно может быть. Чё такое Откуда красный цвет идет? Что-то подсвечивается. За нами идет красный след. Так, куда нам идти? Так. Телек. Посреди леса стоит телевизор. На тумбе. Включаем.
Что покажет? Мам, Мать плачет. ты чего? Бля, сейчас если бы она монстр какой-нибудь, это будет страшно. Да, блядь. Я тут. Все в Сейчас она порядке. лицо поднимет. Ну, там чудище. Охуеть. Пиздец. Вот это жесть, бля. Бля, игра. Тормозит, сука. Тормозит. Опять сон приснился. Температура за бортом около 13 градусов или около 55 по Фаренгейту для наших пассажиров. Начинаем заходить на посадку в лондонском аэропорту Кройсон. Спокойно. Так, бля, ну пиздец был. Если в чё, блядь, ничего нормального не будет, это, блядь, рожа пойдет на превьюшку. Она прям хорошо смотрится и впишется. Бля, ну игра немножко тормозит, бывает, вот моментами, так что... Уж не знаю. Потерпим. Ничего поделать не могу. Если в настройки понижать, то, блядь... Да и так вроде не на ультре все стоит. Ты справишься, Мэдисон, Мэдди. 2056, Будь сельская дорога. внимательна и держись курса. Ну, то есть знаков. Следуй за знаками. Мэдисон. Это что, автостопщица? Ехать. Вот Какая-то почему бабка. лучше без попутчиков. Судьба изменена, вы решили проехать мимо незнакомки. Следи за дорогой. По каким-то тоннелям едет, кругом какая-то земля, горы. Ну да, темный замок, блядь. Темный дом какой-то. Вроде Большой не тут. участок. Куда она едет? Ну уж сильно что-то это. House of Darkness. Так. Надеюсь, нас в этом доме кто-нибудь ждет, потому что свет был выключен, мы приехали ночью. Походу нас вообще тут не ждут. И к кому она приехала, интересно. Ух, Ебаный жуткий жуткий звонок. звонок, блядь, да-да. Добрый знак. В таком большом доме. Эй, я здесь! Неужели сейчас Поверить по не дому могу, будем? что проделала весь путь зря. Ну, блядь, свет-то был во всем доме горел. Как она подъехала, все отключилось. Пустите Странная меня! херня. Эй! Бля, она лезет в дом. Нахуя? Как я не люблю дома, особенно большие. С монстрами. С маньяками, убийцами.
Тут кто-нибудь есть? 21:11, вестибюль, Мэдисон. Задание осмотреться и найти Надо Августину осмотреться. Либер. Может, тут кто-то есть? Августина Либер — это та, которая вначале нам представлялась. И она, видимо, какой-то персонаж важный здесь. Я предполагал, что она Здесь автор. кто-то точно есть. Эй! Возможно, она рассказчик всего этого. Не думаю, Всей что этой найду истории. здесь кого-то. Так, кажется, сюда. Так, мы нашли ее. Да, кто-то есть. Это Привет, мужик. новая жертва. Привет. Жертва? Почему? Капелька сухого английского юмора. Оу! Ты британец? Нет, но когда проводишь время Пустой в дом, таком очаровательном блядь. деревенском домике, оно Ни как-то хера нет, привязывает. света нет, все отключено. Прошу Посторонний меня чел простить, я забыл заходит манеры. в дом, блядь, Меня зовут Стэн. лазит, А вы? и никто А, его не замечает. Мэдди. А в доме есть люди. Приятно познакомиться, Мэдди. Сокращенно от Мэдилайн. Вообще-то Мэдисон. А, понял. Как авеню. О, как что? А, это в Нью-Йорке. Величайший город на земле. Были там? Да-да. О, да, я там живу. То есть я там жила. Но теперь я вроде как живу в Берлине. Ну, как бы учусь в Берлине. Так что формально я не гражданка и все такое. А Нью-Йорк мне прям родной, потому что, ну, это же Нью-Йорк. Родился в Нью-Йорке, нью-йоркцем и помрешь. Все такое. Что ж, Мэдисон авеню. Если вы здесь, похоже, вечеринка вот-вот начнется. Ну, на вечеринку не похоже. И не говорите. Жуткое место. Нет, настороженно. Так, но домик этот прямо конкретно криповый, правда? Мне ведь не мерещится? Я тут уже осмотрелся слегка. Скажем так, удивительно, что местные власти все не опечатали. Да. Даже со светом беда. Как можно испоганить свет? Это же основа современности, так? Точно. Ага. Состояние этого места не очень хорошо характеризует его таинственного хозяина. Блять, она тормозит, сука. Может, в настройках все-таки понизим графику-то. Так, какие тут у нас? Давайте на среднем попробуем, может, что изменится. Уж Эй! Линда Касл. Линда Какой восторг. То есть, это мы какая ее честь познакомиться с вами. не это. Привет. Пришла незнакомка, Воистину, Стэн великое представил ее как наслаждение Линду лицезреть Касл. вас. Правда? Мы ее не Ладно. подобрали, блядь, Взаимно. по Не дороге. каждый день встречаешься лицом к лицу с любимым режиссером фильмов ужасов и пожимаешь ей руку. Я бы добралась быстрее, но машина заглохла. А остановиться ради меня никто не соизволил. Вот черт. М, Прости. Знаешь, все нормально, мне не помешало размяться. Минутку. Вы хотите сказать, что увидели на обочине Линду Касл и даже не притормозили? Так откуда она, блядь, ага. кто такая, не ебали Это даже. ведь режиссер легенды. Моя мать, мой отец, моя кровь. Нервоед. Шкуродер. 25 декабря расчленяем вас не зря. Я же не знала, кто она. Вот именно. Это не оправдание. Я тоже не знал, кто она. Мне правда очень жаль. Просто извинимся. Типа мы Не, не правда, знали. очень жаль. Я не знаю, что случилось.
по-моему, мне слегка снесло крышу из-за дороги. А еще я не знаю, чего ожидать от местных, и я просто испугалась. А потом, когда ты уже осталась позади, мне стало стыдно. Но возвращаться было нельзя, а потом... А потом я уже была не твоей проблемой, да? Да, нет, то есть, наверное, ну... Ты не очень умеешь принимать быстрые решения, как и большинство. Отношение Окей. Линды. Линду не впечатлило Может, ваше хозяйка нам что-то признание. оставила. Осмотреться в ожидании Чем Августины занимаешься, Стэн? Не буду утруждать вас всеми деталями, но это связано с деньгами, тачками Лиды. Так, и как мы акциями. поняли, намечается законно. какая-то ебучая, жуткая, не О, знаю, вечеринка еще в бы. этом доме, блядь. Ждем какую-то Линду Касл, хозяйку этого дома. Эпос о Гильгамеше. Взаимодействие. О, блядь. Легкое чтиво на ночь. Читать, ну я не буду, наверное, читать. Табличка 5. Гибель Хумбабы. Друг мой Хумбаба, хранитель леса. Поруби, убей, сотри в порошок и уничтожь его, прежде чем услышит великий бог Энлиль, и боги разгневаются на нас. Энлиль находится в Нипуре, Шамаш, Пипере. Возведи вечный памятник, прославляющий убийство Хумбабы Гильгамеша. Ладно. Одну страничку прочитали, хоры. Эпос о Гильгамеше. Книга, убеждающая Нормана в том, что жестокость может... Не успел. Жестокость может, что-то может. Так, открыть шкафчик. Открываем. Киноафиша внутри шкафа. Осмелишься ли Интересный войти на смертельный завод? Смертельный завод? Нихуя себе. Так мы вот недавно были на этом смертельном заводе. Это сталелитейный Эй, а вы завод. слышали о смертельном заводе? Утерянный С ума фильм, сойти. название Ты что, «Смертельный шутишь? завод». Нет. Так завод-то существует. Я тут не единственный, кто знаком с этим фильмом. Стоп. Это тоже ты снимала? Это одна из моих первых работ, сверхмалый бюджет и никакого понятия о том, что мы делали. Этот фильм не должен был увидеть свет. Я жалею, что он вышел. Почему? Но все как-то вышло из-под контроля. Говорят, показов было мало. И каждый раз публика впадала в бешеную, неконтролируемую ярость. Нет, да хорош. Не отрицайте. Этот фильм — легенда. По-моему, у зрителей просто крышу рвало от скуки. Послушайте, вас наверняка заставили дать кучу Что-то он подписок о сильно неразглашении, преувеличивает. но Как-то он Что? ее, блядь, эту Кто? режиссершу. правительство, когда оно конфисковало и Восхваляет. уничтожило все копии фильма до единой, Ох, да хватит уже. штуку вроде оставили на всякий случай. У ЦРУ, как говорят, есть секретная лаборатория, где картину используют при особых допросах. Откуда ты все это знаешь? Я же фанат. И знать такие Фанатик, штуки блядь. полезно. Муртер Мил. Что за Муртер Мил? А так должно быть? Не знаю, но смотрится эффектно. А что случилось? Стены задвигались? Да, блядь. О, чудно. Августина. Я вижу, вы не теряли времени и уже все познакомились. Прошу у вас прощения за свое опоздание. У меня сейчас так много дел, просто голова идет кругом. Негостеприимно с моей стороны отвлекаться на них, пока я с вами. Ах, да, насчет гостеприимства. Ах, горло пересохло. Так не пойдет. В конце концов, вы чересчур красноречивы в трезвом виде. А в нетрезвом виде вдвойне. Мэдисон, вы тоже освежитесь? Просто Мэдди. О, пардон, Мэдди. Зачем так вообще нас всех сюда Всё в собрали? Я порядке. ни хера не пойму. Нонсенс. Не стесняйтесь отстаивать свое имя, ведь оно — это вы. Это очень важно. А вы кто? Я зову себя Августина Либер. Августина Либер.
Приятно Это она познакомиться, стояла в Августина плаще в Лида. начале. Тогда вновь предлагаю вам выпить, раз знакомство состоялось. Нет уже что Стэн. Нет, спасибо, неохотно. Нет, спасибо. Пить нам не надо. Точно? Очень жаль. Я подтверждаю. Да, у меня проблемы с выпивкой и полетами. Но спасибо. Судьба изменена, вы отказались от напитка Августины. Вдруг там яд, вдруг там отрава, знаю, что путь сюда был не галлюциногенное близким, но вы какое-нибудь, утомились. блядь, вино. Надеюсь, здесь вас ждет достойная компенсация. Это зависит от вас. Верно? Думаю, так. А стаканчик-то вы, как у нас покажу был я. в комнате. Вы торопитесь. Терпение, мистер Стэнфорд, пока не все в курсе. К делу, Августина. Я сюда добирался не ради выпивки. Что Мы это тоже, там? кстати. Не знаю, что ей привезли на продажу вы, но у меня один из редчайших образцов кинематографической однодневки, который когда-либо выставлялся на продажу. Что ж, вот перед вами единственный уцелевший фрагмент пленки фильма «Смертельный завод». Оригинал. Ай, блядь, заебал он уже со своим Самая ранняя смертельным работа заводом. одного известного автора. Опять Предположительно. вылизывает, блядь, Стоит целое состояние. ее. Так говорят. Огорчу тебя. Эх, черт. Вот тебе и вся ее уникальность. Не совсем. А мы что Я- предложим? Я не знала, откуда она. Вы ведь сказали, что я должна принести ее вам лично, если хочу. Я выполню то, что пообещала. Всем вам. А если я не продам? Выбор за вами. Эти 40 лет страданий. Но зачем вам продлевать? И я вновь у всех прошу прощения, но у меня появилось срочное дело в личном реликварии. В мое отсутствие продолжайте чувствовать себя как дома. Может, сначала закончим разговор? Всему свое время, мисс Касл. У нас почти получилось. Энергия сущности уже давила на стены завода. Пока Так я и смельчак знал. Сэм Грин не вмешался и все не испортил. Мне еще в той серии Ритуал показалось, прерван что завод это Мой какое-то ключ. существо. изломан. Фрэнк Стоун не умер той ночью. Его душа слилась с основанием завода. Бесконечный, мучительный кошмар. Мне нужно было найти способ вернуть его. Походу завод это прям вот большое такое существо. Живое, которое будет. С которым нам придется как-то бороться или разгадывать, не знаю. Никак не дойдет, Как. да? Думаете, мы слабаки? Что мы ничто? Вы мне противны. Но кое-что вы, ублюдки, никак не поймете своими куриными мозгами. Можете нас связывать, можете нас пытать, можете подвергать страшным испытаниям, на какие только хватит фантазии. Но вам ни за что не сломить наш дух. Блять. Нет, 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 нет. Сестру? О, Боже!
всего Это лишь фрагмент надо из предать фильма. собственную сестру, и меня отпустят. Я останусь в живых? Да пошло все! Идите к черту за то, что обрекаете на такой жуткий выбор! Что нам выбрать? Не уступая лучше смерть? Или без надежды бери ее? Что, мы отдаем сестру, чтобы выжить? Или все-таки мы тоже погибаем? Давайте мы... Блять, не знаю, что вообще интереснее будет. Давайте лучше смерть. Сестру мы не Ты будем видишь, отдавать. что поистине делает нас людьми. И пусть я сотни раз умру с самыми жуткими из смертей, я не предам любимых. Мой ответ Да, как он Нет. отыгрывает-то. О, и актерское ничто не сможет мастерство. изменить мое решение. Ты, инопланетная падаль, покажи, что умеешь. Меня не сломить. А! Что это? Что ты творишь? Бензопила. Нет! Блять, фильм. И снято! Ну как? Было просто шикарно! Правда? Да. Не перестарался? Хэйми. Вообще А, нет! Хайми. 1626 Показалось, Сарай. что я слегка переиграл. Не выдумывай, Хайме. Переиграл, блядь. Чем больше, тем лучше. Крис нравится, как Тема. вы играете. Ну, как Нихера она, ты не Линда? переиграл. Хорошо Не вышло? переиграл, блядь. Сейчас Хуёво проверю. сыграл. Тут Нереалистично. открывается кадровое окно? Не совсем. Объектив не снимается, так что... Кто-то просто жаждет продемонстрировать свои познания в киноиндустрии, вычитанные в библиотеке. Я просто серьезно подхожу к ремеслу. Матерь Божья, ремеслу! Ну как, получилось или нет? Ага. Ну, типа, смотрелось круто. А кровь получилась? Ну, Линда, ты же сняла кровищу, да? зависит от того, как Хайме это передал. Уж я-то постарался. Да, но хоть что-то в кадр-то попало? Ну, видно, как у Хайме лицо забрызгалось. Линда! Я же сказала, что хочу широкий крупный план, где будет видно кровищу из руки и игру лица Хайме, а не огромный кадр с игрой лица Хайме. Я была в моменте. Вообще-то мне тоже нужно было выразить свой творческий порыв через камеру. Это И нет Линда такого понятия, молодая, как вот это широкий режиссер. крупный план. Или огромный кадр. Или игра лица. Просто лицо. Смотрю, всем наплевать, что я режиссер. Так, кто режиссер-то? Я думал, вот это Линда режиссер, типа, которая... Она же снимала этот фильм про завод. Так, сговорчиво. Линда, слушайся режиссера, оправдываясь. Крис, я доверяю имению... Крис, я доверяю мнению Линды. Мне кажется, Линда же режиссер. Конечно, Крис, ты режиссер. Но режиссер должен доверять своей команде, а у Линды чутье по части операторской работы, понимаешь? Давайте Линда мы рада, снимем что вы обе приняли версии, ее а потом сторону. посмотрим, какая из них получилась лучше. Крис. И будет, по-моему. Крис, не Потому нравится, что что вы я поддержали режиссер. Линду. Не дергайся, давай все уберу. Все получится. А если нет, ты
ты загладишь свою вину после съемок у меня в трейлере. Прямо как сироп от кашля. Мятный. Да, меня и впрямь тошнило. Стоило того? Может, мне уйти? Ладно, за работу, ребята. Собрались быстренько. Еще раз снимаем эту сцену. Повторяем. Окей, звук пишется. Камера пишет. Ладно, все по местам. Приготовились. Приготовились. И начали. Какой-то мужик нет! подошел. Вот капец, пахнет жареным. Что это вы здесь творите? О, здрасте, мистер Грин. Шериф, Шериф. Это Точно, простите. сколько раз я говорил Это вам мент. держаться отсюда подальше? Мы тут снимали сцену. Сцену? Для нашего фильма. Здесь запрещено вести съемку. Но в этом месте планируется самый замес. Это заброшенный завод, мистер Ривер. он заброшен. И вы здесь незаконно. Так что, если не хотите ночевать в обезьяннике, попрошу вас, мисс Кассел и мисс... Дикси. Мисс Тэмми Ди Дикси. Мисс Гордон. Мисс Кристин Гордон. Попрошу вас немедленно покинуть территорию и никогда, ни при каких обстоятельствах не возвращаться на этот завод. Никогда. Давайте согласимся. Извиняюсь, нам очень жаль. Вот блин. Простите нас, мы не знали, что делаем что-то плохое. Мы уходим. Воу. Хайме, у нас фильм еще не готов. Знаю, но мы должны слушаться шерифа. Он же шериф. Мне пофиг, кто он не... И мы чрезвычайно рады следовать указаниям шерифа. Да, и не забудьте прибраться. Разочарована. Ну вот, наверное, и все. Со сломанной камерой и без места для съемок делать тут нечего, да? Камеру просто нужно починить. Сэм смягчил ваш Блин, да какая извинительный муха тон. его укусила? Ну он еще ничего. Обычно. Мы же не пойдем у него на поводу, да? Правда? Вернемся в гараж и прикинем, что будем делать дальше. Все готово, сэр. Даже не пытайтесь меня надурить. Я все вижу. Так точно? Мне интересно, это тот же завод, да? Сталелитейный, который в начале охранник охранял. Похоже на то. Да, вот эта вывеска. Это тот же самый завод. Он заброшен. Бля, все равно лагает, сука. Седер Хиллз 1980. Вон завод на заднем плане виднеется. Американские домики, дворики. Все как обычно.
Крис Карашхайми. Абсолютная и бесповоротная 16:59. катастрофа! Не драматизируй. У нас же дедлайнов нет. Кому нужен рабочий дедлайн, когда каждая потраченная зря секунда приближает тебя к дедлайну абсолютному, вечному? Готично. Мне нравится. Эй, а это что? А это чтобы надевать во время съемки. Сюрприз! Стоп, ребят, раз вы оба в кадре, значит, я буду одна? Ты типа наш представитель? Ну да, конечно. Стой! Не открывай! Пленка еще в камере. Так она же сломана. Линза треснула, но пленка-то в порядке, пока крышка закрыта. Ладно. Сегодня у нас неплохой улов, стакан наполовину полон. Чувак, дай спокойно погрустить. Блин, шерифу Грину вообще больше нечем заняться. Ну, может, он все-таки преступников ловить будет? Не сказать, чтобы Сидер Хиллз кишел преступниками. Ну, не совсем так. Была та заварушка с серийным убийцей. Стоп, что? Когда это было? Я был совсем мелким, мне мало что известно. О, да ты все еще пупсик. И ничего не знаешь. А теперь, малыш, будь умницей и расскажи все, что ты знаешь о маньяке. Я кое-что знаю. Давай, колись. Блядь, зачем Во-первых, мне я все о думаю, что маньяке поэтому знать? шериф Грин не хочет пускать нас на завод. Там ведь все и произошло. Так ты все Ну. знал. И ты молчал, предатель. Я ведь знал, что ты сразу станешь такой. Ясен пень стану. Линда, что там было с заводским убийцей? Ну, на этом все закончилось. Но прежде была целая череда исчезновений, точнее, похищений, убийств. Как звали этого типа? Добавим его в фильм? Даже не знаю. Фрэнк Стоун. Так, Фрэнк Стоун на самом деле убивал Фрэнк людей на Стоун сталелитейном маньяк. заводе? На Убийца. нашем заводе? На котором мы снимали всего час назад? Теоретически. Фрэнк работал на заводе, но тот уже был на последнем издыхании. Вряд ли там было очень людно. Его вскоре закрыли. И кого убивали? Интересно. И кого убивали? Разных людей. Кто-то был из города, кого-то так и не опознали. Случайные жертвы. Логики не было. И сколько погибло? Никто точно не знает. Тела-то так и не нашли. Нашли части. Недовольство. Зачем было сдерживаться? С восторгом. Знаешь, что это значит? Вот это. Знаешь, что это значит? Ищем новую локацию. Дурачок. Что у нас уже есть идеальная локация. Что ты... Просто подумай. Наш фильм снят на реальном смертельном заводе. Чувак, такой пиар за деньги не купишь. Люди бегом на такое побегут. Мы станем суперизвестными. Окей, допустим, пара задниц в креслах окажется, но... Что, если им не понравится фильм? Блядь, ты Значит, каких-то финальные сцены чудика должны быть такими, чтобы с им одним крышу актером, блядь, снимает снесло. фильм. Блядь, ну вот что мы можем снять, если камера сломалась нахер? Блять! Все-таки матерятся. Может, отнесем в этой камеру в игре. магазин, вдруг ее починят. Ну и вот. Просто Я думал, тут я нет матов. остатки бюджета уже потратила на футболки. Слушай, может, ты знаешь каких-нибудь потенциальных инвесторов? Иначе мы в жопе. Так один актер... Уже не 16, я больше здесь не живу. Ты не можешь меня наказывать. Чё? У них, блядь, всего Тоже один хочешь актер. получить? Какой они там фильм, блядь, снимают? С одним вот этим пацаном, блядь, в кадре. Это же долбоебизм. Эй, ты как? Эй, ты как? Как дела? Ничего, все хорошо. На хорошо не тянет. Когда мама заболела, я бросила свою жизнь в Нью-Йорке и примчалась на помощь. А он говорит, что я вечно халявлю, будто ему плевать, чем я пожертвовала. Он просто волнуется за маму. Ну, а я нет, поэтому я здесь. По крайней мере, он мог бы не обращаться со мной, как с 16-летней. Точно.
О чем только думает, да? Прости, наверное, мне просто нужно было выпустить пар. Понимаю. Маме еще не хватало, чтобы мы ругались. Точно. Ага. И ты проделала невероятную работу. Я серьезно. Я не знаю, что бы мы без тебя делали. О-оу. Что? Линда, где колокольчик Хайме? День-день. Колокольчик Хайме? Мой любимый братец имеет привычку выкладываться на полную, когда ему нужно одолжение. Нет, я ведь от чистого сердца. Окей. Чего ты от меня хочешь? Ну, мы снимаем фильм, и чуть-чуть осталось. Но нам нужно еще совсем немного денег. Ну, ясное дело. Как же иначе? Денег хочет. Хайме хочет сказать, что сегодня накрылась наша камера. И нам нужно пару баксов на ремонт. Упс. Сколько вам надо? Спокойно, всего 10 баксов. Ну, типа, 10. Ну, давайте предположим, что я вам помогу. Что мне за это будет? Сделаете меня продюсером, например? Да, разумеется. Помощник продюсера Бонни Ривера. Помощник продюсера — псевдопочетная хрень. Линда! Ладно, мне вообще плевать, буду я в титрах фильма или нет. Итак, может быть, вы предложите мне что-нибудь получше? Так, что по времени у нас? Сейчас будем уже заканчивать. Неохотно, можешь взять мой фургон? Ладно. Бери мой фургон на неделю. Что? Чувак, да я к этой тачке на милю не подойду. Фургоны крутые. Все хотят их водить. Нет, давай еще. У меня есть предложение. Хайме, может, возьмешь на себя дела Бонни по дому? Заманчиво. Вот черт. Все за меня делаешь и не ноешь. Да, мэм. Что ж, тогда договорились. Мудрое решение. И не пытайся отмазываться. Приятно иметь с вами дело. Весьма взаимно. Бонни дала вам деньги на ремонт камеры. Блядь. Ты в порядке? Ты весь Главная какой-то улица. дерганый. Да норм, просто, блин, из чего это бутафорская кровь? Разве это не настоящая с мятным вкусом? Ой, там было сказано избегать длительного контакта с кожей. Ты же все сразу с себя смыл, да? Ты намекаешь, что она ожог. типа опасная, что ли? Это ужастик, Хайме. Умереть может каждый. В любой момент! Надеюсь, они успеют починить камеру до закрытия? Не уверена, что фармацевт умеет чинить камеры. Эй, думай позитивно. Нам все равно больше некуда ее нести. Что? А может, сюда? Это здание хотели же снести. Там новый арендатор. Бля, опять в заброшку какую-то А в пиздярить древности вообще собрались. чинят камеры? Возле дома моего дедушки жил старьевщик. Он частенько подшаманивал всякий старый хлам. Кто знает. Здесь тоже хлама будет, завались. Решай, Крис. А в аптеке-то мы что сделаем, блядь? Ну, лавка древности. А что? Я всегда интересовалась древностями и редким антиквариатом. Ну да, конечно. Веди нас. Вы решили сначала заглянуть в лавку древности. Блин, если бы не знал, подумал бы, что эта лавка тут была всегда. Не говори, Добавим в фильм. не соблазняй. Так, ладно. Будем на этом заканчивать. Ссылка на плейлист будет в описании. Подписывайтесь на мои соцсети, на паблик ВК, на Телеграм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите свои комментарии. А мы увидимся в следующей серии. Всем пока.